Один-два раз. Один-два раз. Еще раз об упрощениях, о живописи и о варениках на этот раз. Мы живем в очень быстро меняющемся мире. Автоматизация и новые технологии упрощают и ускоряют привычные процессы. Очень хочется, чтобы эти упрощения не влияли на привычные качества. Итак, художник перетирает курантом натуральный пигмент с льняным маслом. Он готовится к живописи. Это как вареники ручной лепки, да? Рецепт старинный, изготовление по старинке. Правда, вареники можно приготовить загодя, хранить в морозильной камере, а вот краски старые мастера какого-нибудь 17 века готовили непосредственно перед сеансом. Отчасти этим объяснялась и сознательно ограниченная палитра. 5 красок быстрее стереть, чем 20. И чтобы краски по цвету, консистенции были более или менее одинаковые из раза в раз, нужно было довести этот процесс до автоматизма. А это не просто, учитывая хотя бы разную маслоемкость пигментов, степень помола. Иногда краски помещали в свиной мочевой пузырь, а позже в емкость наподобие шприца. Но они высыхали все равно достаточно быстро, и приготовить загодя большое количество было нереально. Проблема хранения и транспортировки решилась к 1841 году, когда фирма по производству красок Winsor & Newton приобрела патент на металлическую тубу с закручивающейся крышкой. Состав красок промышленного производства тоже изменился. Она все еще включала пигменты связующие, пластификатор, секативы, но добавились наполнители, загустители, антиокислители, антисептики. Но для художников это было значительное упрощение. Конечно, облегчение работы. А то действительно, пока краски смешаешь, так весь запал живописи может пройти. А теперь и готовых оттенков сразу больше, и можно на природе пописать, и краски побольше на картину набухать. То есть такие покупные вареники с творогом. Вроде с творогом, или с творогом, но не все добавки в этой начинке можно проконтролировать. Да и часто вместо ручной лепки мы получаем вареники автоматизированного изготовления такого. Вкус изменился, но не всегда критично. Зависит от производителя и как сильно мы хотим сэкономить. Но это и про краски, и про вареники, кстати. Понятное дело, упрощению подверглись и сопутствующие материалы. Современный художник, задумавший картину, на твердой основе, например, использует скорее более предсказуемую МДФ вместо наборной доски, натянет на модульный подрамник стандартных размеров полусинтетическое полотно, а не натуральный холст. Воспользуется уже синтетическим, а не животным клеем. Не будет смешивать клей-меловой грунт, а возьмет готовый. Опять же, скорее всего, синтетический. Или вообще воспользуется его каким-нибудь строительным аналогом. Упрощения произошли и на уровне производства. Натуральный пигмент заменялся искусственным. Часто это было связано с редкостью исходного сырья или в попытке улучшить какое-то из необходимых свойств краски, светостойкости, например. То есть захотелось нам больше творога, а меньше муки, и чтобы побыстрее. То есть уже ленивые вареники. Скатали колбаски, мука, творог, яйца, порезали, сформировали шарики, побросали в кипящую воду. Вкус уже, конечно, изменился, но процесс не особо затратный по времени. К тому же использование стандартизированных ингредиентов, мы же сами муку не мелим, и творог не делаем сами, скорее всего, Использование понятных ингредиентов гарантирует предсказуемый одинаковый результат. Новые краски все активнее используются художниками, особенно если их новые свойства отвечают необходимым требованиям. Например, нужно, чтобы быстрее высохла пропись. Пробуем использовать какую-нибудь поливинилацетатную темперу или даже акрил. Используем синтетические кисти вместо колонковых и беличьих. Нужна однородная, не бликующая поверхность. Используем матирующие добавки и современные, скорее всего, синтетические лаки.
Ну, то есть ленивые вареники еще можно упростить, ускорить. Никаких колбасок не катаем, добавляем чуть больше муки, зачерпываем мокрой ложкой тесто и опускаем в кипяток. Грубовато, но быстро и чисто. А то бывает после этих катаний колбасок вся кухня в муке потом. Вкус снова не меняется принципиально. Получаем такие творожные клёцки. А что с живописью? Как ускорить живопись в современном летящем мире? Быстрая современная живопись. Это этюд а-ля Прима, импрессионистическая манера, экспрессия мазка. Не картина от края до края. То есть некоторая недосказанность, незаконченность. Или имитация такой недосказанности, приглашение зрителя подсмотреть за процессом. Тоже своего рода простота и скорость. Иногда имитация этой скорости вполне убедительно выглядит. Так, например, две огромные картины Архипова «Гости» и «В гостях» 1914-15 год являются в некотором роде увеличенным повтором маленького этюда с натуры, без какой-то особенно усиленной детализации. Это было аккуратное повторение в масштабе каждого мазка. Таким образом, экспрессия, энергия маленького этюда все же не в полной мере, но в значительной степени перенеслась в большую картину. То есть можно просто прогреть тесто в микроволновке и получить через 5 минут такую недозапеканку, имитацию вареников. Но если потом есть с кусочком масла, сметаной, с сахаром, разницу можно и не заметить. Решать вам, на какую степень упрощения пойдете вы при создании картины. Кто-то не готов работать на фабричных грунтах. Кто-то находит принципиальное различие в красках отечественного и импортного производства. Кто-то не может работать не теми кистями. Но поиск идеальных материалов не обязательно приведет к созданию шедевра. Поиск идеальных ингредиентов не приведет автоматически к самым вкусным вареникам. А тренироваться с эксклюзивными составляющими тоже дело непростое. Это может привести к тому, что вы выдадите одну картину в год вместо положенных 5 в месяц. То есть без некоторых упрощений вы не сможете готовить ваше любимое блюдо часто. А опыт-то связан с количеством. Нужно владение техникой, наработанные приемы, позволяющие выводить какие-то авторские эффекты чисто, без потерь. То есть в конечном итоге именно качество самой живописи, а не замороченность и стоимость инструментария будут определять ценность произведения. Никто не отказывается от качественных материалов. Из домашних яиц и деревенского творога вареники могут получиться вкуснее. Только готовить надо уметь все-таки, да?